Мындай одна четвертая икилхын. Эфир таяда шамнені стол худылығы жы бар жаш. Doğruğun bağa қыда үшін балығын bağa. Ежи хинен запускай ғап. Мастерской мөлі, үшей мұдны өлі ваныш. Кандидат ұдылы, мастерін ұдылы варылдың ұғыйғы жа. Айлға оған бе. Тон хыды зон хана ире ұғы жа. Тема ханин намды ұғыйын. Что сюда поставлено, не помешало? Да, нет? Что, только подошел? Не, я еще ходил. Перерыв. А что за программа? ОБС, что ли? Ну, конечно, вот что. Другого нет у нас. Так, с этого нет у тебя? Powerbank. Некуда воткнуться. Там же розетка и сзади. Да нету этого. Блока нет. А, есть? Да, но у меня шестой свой зарядка. Саша, пошли. Чего? Уважаемые зрители, участники, тренеры, мы начинаем вторую часть первого дня Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта Советского Союза Олега Александровича Алексеева. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. 1/4 финала. Рабданов Эрдыни, Республика Бурятия. Дагаев Андрей, Республика Бурятия. На ковер вы приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Сынгы Дамдинов, Республика Бурятия. Константин Хангалов, Иркутская область. 1/4 финала.
Наши блогеры крутые, Тимур Бадмаев, Болот Сактоев. Все, уже все на фокусе. Иркутские тут еще больше нету, да? Вроде. Не, ну до конца края, кажется. Это все местные, наверное. Поэтому можете заканчивать и потом нажимать сейчас быстро перекушу, приду. Заходи зон харжаны мудну көп. Ямар харонова. На ковре А чисто техническую победу одержал Рабданов Эрдени, Республика Бурятия. И выходит в полуфинал наших соревнований. На ковер приглашаются Пучков Сергей, Республика Бурятия, Дареев Игнатий, Иркутская область. На ковер А повторно приглашается Дареев Игнатий, представитель Иркутской области. На ковре А победу одержал Константин Хангалов, Иркутская область. Приглашаются Намгин Серенжапов, Бурятия, Пурбо Дашипылов, Республика Бурятия.
На ковер А после этой встречи готовятся борцам Шакурову Баиру, Бурянову Максиму. И зона. А на ковре победу держал Тамгин Сергунжапов, Бурятия. Приглашаются Артем Баракшонов, Республика Бурятия, параллельный зачет, Забайкальский край, Николай Николаев, Иркутская область. А на ковер мы повторно приглашается Николай Николаев, Иркутская область. Ходим. Все слышно. Видишь, тут я, получается, эти записи веду, говорю, сохранять не буду, так как там много конфиденциальной информации, говорю, там обычная критика, конечно, чтобы сохраниться, не дай бог, мне там. Ну ладно, здесь буду сейчас фильтровать. Когда фильтровать начинаешь, уже чувствуешь себя маленько неуверенно. Так, ну вот Сергей Пучков, болеем за него 1-0. Все, выиграл с минимальным преимуществом. Победу одержал Сергей Пучков, Республика Бурятия. И проходит следующий круг. Так, там Приглашаются Шакдуров Баир, Республика Бурятия, Бурянов Максим, представитель команды Республики что, Бурятия. туда показывать, да? Камеру туда, да? Туда-сюда, Хамалы. Хамал. Нижний один микрофон, у меня один на два микрофон. ковра. Так, это ковер Б же, да, там? Ковер Б. Ковер Б. Баракшонов. Ну, Баракшонов люблю сейчас уже пробовать, осмеливаюсь прогнозировать некоторые схватки. Баракшонов сейчас очень хорошо набирает, так как я постоянно нахожусь рядом, вижу, как он тренируется. Борец в красном трико. Очень трудолюбивый парень, все время остается в конце тренировки.
И работает. По сравнению с прошлым годом, конечно, заметно набрал он. Вот видите, крест. Так, крест маленько не получился. Иркутские тренеры тоже не дремлют. Готовят своих парней. Так, Серега Зверь. Вот эту Серегу Пучкова, сколько у него поклонников здесь, а? О, Андрей Хабарков с Америки. Андрюха, привет. Андрей Хабарков у нас на связи. Так, на ковре, на соседнем ковре борется у нас Бурянов в синем трико. Так, красное трико еще не написали. Wrestler One. На свободу Фулфуэлл. А? Что писали? Ну там видимо не успевает никак. Ну что-то. Так, ух ты, тут, смотрите, Баракшонов отдал. Счет сравнялся. По качеству выигрывает Николаев. Счет 2-2. Бороться еще и бороться. Так, опа, перехват. Вот, есть. 2 балла есть у Баракшонова. Счет 4-2. Капкан. Здесь капкан. Да, вот здесь, конечно, вот это поколение молодых борцов почему-то, вот если рассуждать, ну, накат-то, конечно, он хорошо делает. Потому что я сам пробовал от наката стоять у Баракшонова. Скажу вам, очень тяжело стоять там. Грудная клетка прямо трещит по швам. Сам на себе проверял. Ну и, соответственно, ценил. Очень надежный захват делает Эрдем. Такой ломающий, в кавычках. Сдавливает очень сильно грудную клетку. За счет болевых ощущений в основном спортсмен у нас отдает 2 балла. Так, все, пошли по углам. Смотрим следующий ковер. Счет там 3-0. Так, напомню нашим зрителям, Манеж Харакшит. Соревнование проходит только среди кандидатов в мастеры спорта. Мастера спорта не допускается. Так, Алдар Бальжанимаев, олимпийский чемпион, секундирует. На ковер А приготовится Артема следующий паре Барашонова. борцов. Дубин Вадим, Дашидундуков Аркадий. Так, смотрим дальше, как будет разворачиваться встреча между спортсменом из Бурятии нашей и Иркутской области. Соседний наш регион, наши братья. Манеж Бурядут. Так. Призовой фонд у нас на этом турнире считается среди такого уровня, среди кандидатов, такой, я бы сказал, отличный. 650 тысяч рублей, если мне не изменяет память. То есть за первые места спортсмен, по-моему, получает 20 тысяч рублей, если не 25, ну, где-то 20, по-моему. 15 тысяч идет за второе место. И за третье места по 10 тысяч рублей. Плюс бонус тренеру, подготовивший чемпиона, 10 тысяч рублей. Ну и, соответственно, конечно, будут спецпризы, будут отдельные номинации, я думаю, за лучшую технику, лучшего борца. Я бы еще, конечно, добавил такую номинацию за самый зрелищный прием. Хотя, в принципе, еще не поздно обратиться в руководство, внести от своего спортивного клуба какой-нибудь
призовой фонд, скажем, хотя бы в размере там 2-3 тысяч рублей за самый зрелищный бросок. Так, ага, РДМ опять в оборону уходит. Вот смотрите, это мое личное мнение, конечно. Так, многие спортсмены, наши борцы, уходят очень рано в оборону, имея преимущество в 5, в 6, иногда некоторые в 2 балла преимущества уходят в оборону глухую. И начинает держаться у себя в крепости, так в кавычках, вот контратака. Все, сейчас Николаев будет рисковать, я думаю. Терять нечего, смотрите. Опа! 2 балла. Так, по 2. Мост, правильно, здесь мост нужен. Все, давай, накат, делай, РДМ. Ну, тоже бывает, эмоции, конечно, не удерживают, так что строго не судите. Иногда бывает такой внезапный скачок эмоций, что начинаешь кричать во все горло, что даже звук иногда расплывается. Так, ну я думаю, все, РДМ выигрывает, проходит следующий круг. Так, смотрим на соседнем ковре. А на ковре победу одержал РДМ Баракшонов. Республика Бурятия, параллельно Забайкальский край. Приглашаются Великто Ганджапов, Бурятия, Сериторов, Забайкальский край. Да, интересная схватка. Ганджапов Беликто. Ученик Вандана Цидиндамбаевича Базарова. Один из одаренных наших сыновей. И, кстати, будет очень интересно посмотреть в следующем кругу, как он отборется с Баракшоновым. Так, когда смотришь, как будто там Баракшоновым очень интересно. На ковре А победу одержал Шахтуров Баир. Так, вот, Республика смотрите. Бурятия. Ганджапов. Приглашаются Дубинный Вадим, Иркутская область, Беликто Дашкунков Ганджапов. Аркадий, Республика Бурятия. Так, смотрим поединок. Ну, я думаю, должен вынести Белик. Смотрите, какая у него начинается у него борьба интересная. Всегда начинаются атаки. К выходу на ковер приготовится борцам весом до 70 килограммов. 1/4 финала. Батру Садинджапову, Аюрзанаеву. Сколько смотрел схваток Беликто Ганджапова, никогда не видел. Чтобы... Конечно, четко моя правая рука, телефон тупо не берешь, вообще, как нужна твоя помощь, вообще тебе, до тебя не дозвонишься. Да? Помощник от Бога. Так, извиняюсь, это на меня уже наезжает. Ну ничего, по-свойски. Так, на чем я? куда здесь? Если Мне позвонят, у меня, короче, этот без звука стоит там, не показывает экран, короче, чтобы не отвлекаться. короче, эфир не чтобы не это- помешает, да? Ну. Так, ну вот видите, Белик 2 балла берет. Накат, в принципе, неплохо делает. Так, смотрите. Опа, Кэндалл Кросс делал, вот этот кроссовский делает. Ух ты, смотрите, какой красивый, зрелищный. Тут надо аккуратно, Белик, кто ты что, елки. Так, ну, видимо, недавно практикует этот прием, потому что раньше я не видел, чтобы Белик пробовал. Ну, как говорится, всегда бывают промашки, промахи. И самое невероятное, как говорится, учение в жизни, это, конечно, проход через практику. Все действия через практику, обязательно сопровождающиеся ошибками. Человек, который пробует, повторяет и терпит это повторение, как правило, добивается многого в жизни.
Так, были давай, Баирка красава. Так, я тут некоторые комментарии не замечаю, если я тут что пропустил, извиняюсь. Беликто Ганжапов в красном трико. Циретеров, Забайкальский край в синем трико. Счет 6-2. Была попытка атаки. У Белика очень хорошая, неплохая защита. Поэтому, смотрите, контакт как ходит. Оп. 2. Еще 2 балла. Ну и во втором периоде, я думаю, Белик добьет своего оппонента. А вот смотрите, наш как раз собственной персоной Вандан Цидинбаевич Базаров. Вот два коллеги. Батма Батович Базаров, извиняюсь. Вандан Цидинбаевич Базаров. Так, зрителей маленечко прибавляется. Я думаю, завтра на финал должны подойти. Так, Беликто Ганжапов, все. Сейчас ему один взрыв, чтобы завершить. Так, внимание представителям команд. Просьба собраться с левой стороны судейского стола у выхода. Все, 10-0, 12-2 вернее. Преимущество 10 очков. А на ковре победу держал Беликто Ганжапов, Республика Бурятия. А на ковер приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Батыр Цидинжапов, Бурятия. Аюша Аюшзанаев, Бурятия. Так, мы идем, смотрим наших комментаторов. Так, внимание, представители команд просим подойти к судье и участникам с левой стороны судейского стола. Белик молодец, да, баттеры покажите, баттеры, вот эти, наверное, баттеры, да? Баттеры. Ну, здесь, честно говоря, борется такой слабенький сорт борцов, извините за такое выражение. Кандидаты даже не А на знаю. ковер повторно приглашается Батыр Цидинжапов, Бурятия. Кандидатов есть ли, нету ли. Это не похоже, конечно. Ну, наверное, разрядники, я думаю. Первый разряд есть. Так, здесь у нас в ожидании Аюшзанаев и Цидинжапов, что ли. Ожидание. Здесь тоже ожидание. Так, давайте. Ожидание. Вот, за кулисы, наши за кулисы. Тимур, Болот. А на ковер повторно приглашается Батыр Цидинжапов. Весовая категория 70 Благодаря килограммов. освещению болота Тимура Республика у нас Бурятия. в борьбе в Бурятии, по крайней мере, уже знает, что есть какие борцы определенные, Вон он там. фамилиями, именами. Называется. Поэтому, Болот, благодарим вас за освещение. Поэтому Прямой эфир Ротхаркты. прямой эфир у Болота Сахтоева, А записи у Тимура Батмаева. на канале. записи у Тимура Бадмаева на канале. Будут. Поэтому сейчас мы в дальнейшем, я думаю, будем как-то это систематично разлаживать, чтобы многие все знали, как, чтобы моментально, раз один сказал, и прямо 1000 человек уже знали, чтобы как-то оперативно вся вот эта система работала. О, лайки есть. Если лайки есть, значит хорошо, да? Сердечки летят, когда. Так, ладно, смотрим дальше. Так, давайте, вот здесь интереснее ставка, по-моему.
Да, Менде. Болот всем Менде передал. Тимур тоже. Хотя Тимур не передавал, по-моему, Менде. Передал. Я прямой эфир все равно сохранять не буду. Что-то мне так понравилось. Хотя, конечно, тут сохранится. Ну ладно, ничего. Я думаю, там Манеш, Бурядут, Харакшит строго осуждать не будут, наверное. Все знают, что мы все болеем за наш совершенно вид спорта. Все хотим, чтобы у нас ребята прославляли нашу родину, защищали честь нашей республики. Не только на всероссийских турнирах, но и на международных аренах. Так, Батыр Циринджапов. Уверенно. Аюр Жанаев. Так, ну, кстати, Аюр Жанаев. На ковре А победу попала, одержал Дубинный Вадим, Иркутская область. Приглашаем борцов весовой категории до 65 килограммов. 1/4 финала. Циринджапов, Буинто, Линчинов, Линчин. Оба представители команды Республики Бурятия. Так, ух ты, на соседнем ковре очень интересная схватка намечается. Так, здесь Батыр выигрывает. Так, какой будем смотреть? Барун Тыше или Зун Тыше? Тут, конечно, интереснее. А Юрий Занаев постарше парень. Спортсмен, по-моему. Ну, давайте так. Завязки. Вот Батыра Циринджапова борьба. Атакующая борьба. Все время втыкает виллы, идет вперед. Внимание! Представители команд просим подойти к служебному выходу слева от судейского стола. Так, Батыр Циринджапов. Ну, Батыр тут что-то ведет нормально. 7-0 уже. Я думаю, сейчас 9-0. 5-0. Арбитр на ковре Батыр. Беликтов Батырович Бадмаев. Так, Буинто, покажите схватку. Все. Первый комментарий пошел. Показываем Буинто схватку. Опа! Ничего себе, а. Бросок какой. 2 балла. Так, ох ты, да вы посмотрите-ка, а. Буинто. Я, честно говоря, думал, Ринчинов должен здесь доминировать. Но вот что значит, когда два парня борются рядом, знают друг друга очень хорошо, и поэтому трудновато бороться с тем своим другом, так скажем. Очень трудно бороться, когда знаешь все его закорючки, финтиклюшки, всякие там. Так, у нас на проводе Сангади Ульзитуев, чемпион Тигиловских игр. Давеча у нас был 5-кратный чемпион Тигиловских игр Иван Гармаев. Его рекорд до сих пор так и не побит. Смело можно назвать Ивана Батыровича Legend. Ну, Батырович, я думаю, уже не стесняется, уже не против, чтобы его так называли. Иван Батырович Гармаев, 5-кратный чемпион Тигиловских игр. Опа! А тем временем у нас Ринчин наверстывает свои упущенные баллы. И уже сравнивать счет 4-4. По качеству баллов даже выигрывает. Ох ты на! Вот это зрелищный. Зрелище. Вот за это можно дать, конечно, приз. 4 можно. Хороший, но 4 балла. Видели, да, как бросил? Ринчинов разозлился. Не понравилось, что Буинто его начал там вначале так вот морщить, в кавычках. Все здесь.
Ну все, Буентов сломался, я думаю. Ти Смотрите, счет 4-10. И Буенто еле-еле встает. Еле-еле встает, идет в свой угол. Немножко даже шатается, по-моему. После этой встречи на ковре А приготовится балдеет. борцам Он уже знает, Федосееву Александру, Шахнакову Замгану. победа уже близка. А вот на соседнем ковре у нас Батор Теренжапов. Что-то Трунчестер очень правильный Мерседес был. Для выхода на ковер приготовится Бурятия, военный стиль Бурятия. Ох ты это бросок. Ричин, не расслабляйся, давай, нормально, ты чё? Внимание! Тренеры, представители команд. Просьба подойти к служебному выходу слева от судейского стола. Судья при параде. А на ковре победу одержал Батор Теренжапов, Бурятия. Приглашаются Денис Транчеев, Республика Бурятия, Ваиль Циденов, Республика Бурятия, Забайкальский край. Представители Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия, Республики Тыва, просьба подойти к служебному выходу от судейского стола слева к судье при параде. Так, Ричин опять ушел в оборону. Уходит в оборону. Стойка. Вот сейчас самое интересное. 7 секунд до конца. 7 секунд. Да, очень интересно сейчас ситуация. Посмотрим ответ. Опа, все, пошло. Рисковать. Ну, кидать, На ковре Б победу одержал Циденов Ваиль, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Приглашаются Мункуев Чингис, Республика Бурятия, и Шанимаев Дамир, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. А на ковре А победу одержал Ринчин, Республика Бурятия. Приглашаются Федосеев
Кого первым будем показывать? Первого напишу, кого будем показывать. Пожалуйста. Где завязка? Здесь вроде по-агрессивнее борьба. А, это же у нас этот. Снимаем, да? Ну, снимаем. Давайте снимаем. Снимаем. Опа, вот этот проход хорошо поставили. Так, Григорий Николаевич приветствует. Приветствую, да, меня? О, Татьяна Викторовна. Выходу на Татьяна ковер Викторовна, СМБ, готовится борцам Карпову Аркадию, Толстикову Руслану. Так, ну здесь, я думаю, Шанимаев закончит досрочно. Все-таки как-никак призер России. Все? 10-0, что ли? А, нет, 8-0. Еще немножечко. И все. Халахачха. Хваткие. Другой ковер, да? Ну давайте другой ковер. Все, 12-0. Шанимаев на 4 балла. На ковре Б победу одержал Ешанимаев Тамир, Республика Бурятия, параллельный зачет Так, Забайкальский Викторовна, край. не знаю, вообще не знаю. Ну, я думаю, на каком-нибудь да будет, по-любому. Руся будет бороться, не переживая, снимем его. Бурятия, параллельный зачет Забайкальский Как-никак край. чувствует тоже свою частичку труда. Только После этой встречи Аяр Хойр ковер или Горбы сборов уже проходил со мной летом. до Зонда. 79 Александр килограммов. Юршин. Только какую спецподготовку ему ставил неплохую тоже. Очень горд. То когда принимаешь, ставишь какой-то свой кирпичик. И когда уже выступает на уровне России. Так, здесь у нас 8-0. Я думаю, 10-0 будет сейчас тоже. 10-0, 10-0, 10-0. Ой, руку, аккуратно. Дурацкая привычка, руку вот так вот сгибать. Ходын зон ингжел, если согнете, сразу она травмирует. Возможность будет, если... Так, давайте на этот ковер перейдем. Там закончилось. Жигзымаев. О, здесь одна из центральных встреч. Якимов vs Жигзымаев. Иркутск vs город Улан-Удэ. Иркутская область vs Бурятия. Не, я знаю, но они же за Бурятию же представляют. Жигзымаев, Саян. Ну, Якимов, конечно, хороший парень такой, он помладше маленько, конечно. Младше. А у нас, кстати, тем временем народ, смотрите, собирается.
что радует глаз. Смотри, такая, вот. Так. Саян тут, конечно, опытный в этом плане, не спешит. Опа, что у меня сбросилось? VPN вылетел, что ли? Чисто техническую победу на ковре А одержал Федосеев Александр, Иркутская область. Приглашаются Карпов Аркадий, Республика Бурятия, Толстиков Руслан, Республика Бурятия. Вылетел. Идем. Манаш Харакшут. Харакшут это зрители, да? Манаш Харакшут, да? МТ Харакшут Малкай, да? Ага. Вот так произошел вылет произошел. Так, смотрим дальше. У нас Жигулимаев. А на ковре борцы весовой категории до 70 килограммов, 1/4 финала. В красном трико представитель команды Иркутской области Сергей Якимов. Имеет звание кандидата в мастера спорта. Его соперник Саян Жуксумаев представляет команду Республики Бурятия. Параллельный зачет Забайкальский край. Также имеет звание кандидата в мастера спорта. Так, произошел вылет с Инстаграма, VPN, видимо, опять глюканул. Уже третий раз так происходит. VPN, видимо, не вывозит. Хамда, большое спасибо. Так, надо узнать мне, как платные. То есть, если VPN платный, тогда получается как? Мне все равно надо будет включать, выключать, да? То есть там рекламы же, получается, не будет. Самое главное, что бесит в этом VPN, это выход рекламы. И иногда, когда, чтобы заработало какое-нибудь приложение, приходится ждать, смотреть рекламу. Так, у Жигзымаева Саяна там заминка, голеностоп. Ну, кстати, хотелось бы отдельно поговорить по поводу голеностопного сустава у наших спортсменов. Это как можно сравнить шаровую у машины. То есть, если шаровая слетела, оригинальная шаровая, то уже всякими дешевыми запчастями ее заменять уже, как говорится, будет ненадежно. Поэтому я спортсменам всегда рекомендую, надо то, что в оригинале находится, надо ее усиливать, укреплять с самого начала, даже когда нету травмы. Делать специальные упражнения. А у наших спортсменов очень многих, кто сделал уже операции, у кого до сих пор барахлит. Так, опа. Пятки. Красная зона. Опа. К выходу на ковер А приготовятся борцам Ринчинову Владимиру, Ермолаеву Константину. После этого поединка к выходу на ковер Б приготовятся борцам весовой категории 79 килограммов Дмитрию Атопову, Бурятия, Жаргалу Аюжинаеву, Бурятия.
На ковре А победу одержал Толстиков Руслан, Республика Бурятия. Приглашаются Ринчинов Владимир, Республика Бурятия, Ермолаев Константин, Республика Бурятия. Внимание тренерам, представителям команд. Просьба собраться у служебного выхода слева от судейского столика. Всем тренерам-представителям собраться у служебного выхода. Вас ждет судья при участниках. Не надо, не надо, Сергей, если хочешь выиграть, не надо кидать. Постоянно сейчас остановится. Надо бить сразу.
А на ковре бой победу одержал Сергей Якимов, Иркутская область. А на ковер бой приглашают борцы весовой категории до 79 килограммов. Дмитрий Котопов, Бурятия, Жаргал Аюжанаев, Республика Бурятия. К выходу на ковер А приготовиться борцам весовой категории до 74 килограммов. 1/4 финала. Циденову Цидену, Оржак Аттуку. На ковре А чисто техническую победу одержал Ринчинов Владимир, Республика Бурятия. Приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов. Циденов Циден, Республика Бурятия, Оржак Оттук, Республика Тыва. Очень
На ковре А в красном трико борется Цыгенов. Представляет команду Республики Бурятия, имеет спортивный разряд кандидат в мастера спорта. Его соперник Оттук Ооржак, представитель команды Республики Тыва, имеет спортивный разряд кандидат в мастера спорта. Функционала может не хватить. Вот, смотрите. Все решается во втором периоде. Судя по тому, какой подготовленный приехал Тувинец, смотрите, как он бодренько идет. Сиден у нас немного подшатывается. Уже немножко поплыл, я думаю. Ну, как говорится, сейчас как раз будет проявляться волевые качества. Смотрите. Ой! Ой! Все. Ла-ла-ла-ла-ла. А на ковре чистую техническую победу команду поддержал Жаргал Аюжанаев, Республика Бурятия. Приглашаются Чингис Жапов, Бурятия, Павел Шишлаков, Иркутская область. На ковре А Что и требовалось доказать. чистую победу одержал Оттук Ооржак, Говорю, Республика надо тренироваться, Тыва. ребята. Так как вы Приглашаются тренируетесь, Цидеев Амгалан, Республика Бурятия, Цириндаржиев Арсалан, профессионалам очень Республика тяжело выигрывать. Бурятия. Надо тренироваться нормально. Надо пахать. Не только на тренировке, но и в режиме. Сколько раз я им говорю про это. Так, что-то у нас заминка здесь. Не надоело? 19 человек нас. Спасибо, что смотрите. Еще раз благодарность вам. О, и вылетели. Так, ладно. А Мархум Халта, что-то у меня уже голова закружилась.
На ковре Б в красном трико борется Царинжапов Чингис. Представляет команду Республики Бурятия, имеет спортивный разряд, кандидат в мастера спорта. Его соперник Павел Шишлаков, представитель Иркутской области, имеет спортивный разряд, кандидат в мастера спорта. Так, вниманию представителей участников, болельщиков после этих поединков на ковре торжественное открытие. На ковре А в красном трико Судеев Амгалан, представитель сборной команды Республики Бурятия, кандидат в мастера спорта. В синем трико Арсалан Цариндаржиев, Республика Бурятия, имеет спортивный разряд, кандидат в мастера спорта.
На ковре Б победу одержал Павел Шишлаков, Иркутская область. Нет, но я чем взяли, взял. Сразу. Нет, 60 с чем-то, что ли, осталось. Внимание участникам приготовиться на парад открытия. На ковре А победу одержал на последних секундах Цидеев Амгалан, Республика Бурятия.
Алексеев с детства и до самого последнего полета сохранил свет души и бескорыстие. Еще одной ярчайшей чертой его характера была исключительная работоспособность, дисциплина и самоотдача. Дрова пилить, колоть, стайку чистить, воды натаскать, сено косить. Это было непривлекаемо. Сегодня в поселке Усть-Ордынское высится величавый спортивный зал имени Олега Алексеева, специализированный на занятия вольной борьбой. Когда семья Алексеевых переехала в районный центр, маленький крепыш Олег даже не задумывался о том, чтобы бросить культивирование физической силы. В то время один из родоначальников спортивного движения в Усть-Ордынском округе Константин Батюрович Баймиев открыл спортивную школу. Олег Алексеев записался в секцию велоспорта. Кстати говоря, велоспорт дал Олегу Алексееву мощный козырь. Он загонял буквально с секунды по 3 секунды. Загонял, там люди отрусал секунду. Константин Батюрович открыл секцию вольной борьбы в центре Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Я выбирал таких, которые уже физически были подготовлены. Братья Алексеевы – одни из первых бурятских участников первенства России. Стали призерами с того времени. Через год стали одними из первых мастеров спорта Советского Союза. После окончания школы Олег Алексеев поехал в Улан-Удэ. Константин Батюрович буквально передал прошедший первичную огранку «Бриллиант» своему младшему брату Геннадию Баймиеву, основавшему секцию вольной борьбы в Восточно-Сибирском технологическом институте. Самое короткое, могу что сказать, он на моей смене вырос. Как партнер я уехал. Для профессионального, значит, подготовки он был, ну так скажем, вынужден перевестись на пединститут, на спортфак. У него пошли сертификаты, он выполнил норматив мастера спорта международного класса и уже входил в состав сборной Союза. А ведь это тяжело, тебе никто не подскажет, как надо вести себя в этой сборной, как надо с ребятами себя вести, как надо вести себя с тренерами, как быть на этих соревнованиях. В пединституте на спортивном факультете борцовское направление возглавлял Валерий Николаевич Иванов, который и сам продолжал выступать на ковре. С конца второго курса он становится чемпионом Советского Союза среди студентов. Он сразу вышел в ведущей позиции, в 1977 году уже чемпион России, первый чемпион России. Первый победитель Бельского турнира, он 2 раза был победитель. У Олега Алексеева были победы на других, не менее значимых соревнованиях. И тотальное доминирование над выдающимися борцами мира в своем весе. 8 побед над чемпионами мира. Золотая медаль чемпионата Европы, завоеванная Олегом Алексеевым, это была историческая веха. Почему именно муринский баттер Олег Алексеев прорубил окно в Европу? Он обладал исключительным логическим мышлением. В канун Олимпиады 80 Олег Алексеев находился на пике формы. Но судьба, она интриганка. Во время тренировочных схваток ему сломали ключицу. Он мог бы еще лучше себя проявить и чемпионатов мира, и даже в Позже Олег Александрович Алексеев перешел на тренерскую работу. Иван Ярыгин, тогда еще сборной команды СССР, поставил Олега Алексеева курировать как тренер сборной команды страны Республики Беларусь. Второй исторический факт. Я хочу рассказать вам, что он был государственным главным тренером сборной команды Республики. Тренерским бенефисом стал чемпионат СССР 1990 года. Под его руководством Сергей Замбалов завоевал золото, Борис Будаев – серебро и Александр Бардаханов – бронзу. Все успехи, достижения и победы последующих поколений бурятских борцов подготовлены теми, кто был первым. Опыт передается, подсказывал, и мы дальше вот так должны тоже на ковре показывать молодым. И молодые дальше вот так, поколение по поколению. Ну, у тебя, когда есть такие яркие примеры, как Олег Александрович, он смог, я, наверное, тоже смогу, у меня тоже получится. Ну, вот так росли.
Когда Олег Александрович Алексеев в последний, как оказалось, раз посетил родовые места, над ним плавно пролетел степной орел. Степной богатырь долго провожал его взглядом. Он улетел вслед в страну небесных орлов. Борцовская слава Олега Алексеева. Пусть каждая по праву нетускнейшую славу ей принес Олег, азиат, но он в Европе первый человек у бурятского народа, гордость на душе, богатур наш Алексеев, всех соперников рассеяв, взял Европу на душе. На всех языках люди все говорят восторженно и придыханно: чемпион бурят, чемпион бурят, потомок Чингисхана.
присущи нашему народу и делают его уникальным. А любовь к матери, родине, России – это не просто фраза, это сущность нашего народа. Вас приветствует заслуженная артистка рискового мероприятия Батмаханда Аюшеева.
Добрый день, уважаемые участники, уважаемые зрители, уважаемые организаторы, тренеры, уважаемые судьи, все, кто присутствует сегодня в этом зале. Я рад всех приветствовать от себя лично, от лица правительства Республики Бурятия на этом очень знаковом и знаменательном для нас событии, всероссийском турнире, третьем уже всероссийском турнире памяти Олега Александровича Алексеева, который был первый действительно практически во всем, первый в нашем любимом и очень дорогом для нас виде спорта — вольная борьба. Я, конечно, хотел бы поблагодарить всех гостей нашего турнира за то, что они приехали и своим участием поддержали наш турнир, поддержали его статус как турнира всероссийского, который дает возможности для дальнейшего достижения спортивных успехов, выполнения нормативов, для присвоения звания мастер спорта России. Конечно, вольная борьба для Республики Бурятия — это базовый, очень любимый вид спорта во всех, без исключения, населенных пунктах, во всех районах нашей республики. И сегодняшний турнир — это лишнее тому подтверждение. Я рад всех приветствовать на этом соревновании. И, конечно, хочется сказать о том, что у нас в Республике Бурятия очень много достойных примеров. И Олег Александрович, безусловно, является одним из ярчайших примеров для подражания, ярчайших примеров спортсмена, человека, который своим трудом, своим трудолюбием заслужил уважение не только к себе, как к человеку, но и к целому народу, к нашей республике, представил ее на всероссийской, всесоюзной и международной арене. Он доказал и показал, что наши спортсмены из Республики Бурятия по вольной борьбе могут находиться в сборной команде Советского Союза тогда еще, теперь уже Российской Федерации, могут достигать самых больших результатов, могут быть наставниками для наших ведущих спортсменов. И это, конечно, дорогого стоит. Я хотел бы пожелать нашим спортсменам, которые сегодня делают, ну, может быть, не первые, но одни из первых шагов в этом очень прекрасном и зрелищном виде спорта, стремиться к самым высоким спортивным результатам, быть достойными людьми в жизни и, конечно, достигать все новых и новых успехов. Всех с праздником вольной борьбы, всем успехов и удачи! Слово для приветствия предоставляется Вячеславу Анатольевичу Давлетцурунову. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые борцы, уважаемые тренеры, уважаемые болельщики, судьи, уважаемые родные и близкие Олега Александровича, уважаемая Софья Бачиновна. Я сегодня очень рад от того, что когда-то в 2018 году мы все вместе с Федерацией вольной борьбы Республики Бурятия по инициативе Софьи Бачиновны мы организовали турнир памяти нашего легендарного спортсмена, легендарного тренера Олега Александровича Алексеева. Как говорят в народе, человек жив, когда жива о нем память. И я хочу сегодня сказать еще раз огромное спасибо всем тем, кто был инициатором. В первую очередь, конечно, еще раз супруге Софьи Бачиновны, которая с огромной любовью и трепетом хранит память о своем муже. Я знаю, сколько времени, сколько энергии она потратила, чтобы этот турнир состоялся. И сегодня очень рад, что мы с вами находимся уже на третьем всероссийском турнире по вольной борьбе в памяти Олега Алексеева. Я хочу пожелать
нашим спортсменам, нашим молодым ребятам, нашим борцам, чтобы вы брали пример именно с таких сыновей нашей республики, нашей страны, как Олег Александрович. Чтобы вы ставили самые смелые цели и самые амбициозные задачи перед собой, как ставил перед собой их Олег Александрович. Чтобы вы достигали их и прославляли нашу республику и нашу страну на международной спортивной арене. Хочу всем зрителям пожелать получить массу положительных эмоций, насладиться красотой одного из самых ярких и красочных видов спорта вольной борьбы. Еще раз с праздником спорта, с праздником вольной борьбы. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется Сергею Мироновичу Пашинскому. Уважаемые болельщики, уважаемые ветераны борьбы, уважаемые участники соревнования, уважаемая Софья Большинна, дети, внуки, разрешите мне от всего депутатского корпуса поздравить с этим знаменательным днем памяти турнира Олега Александровича Алексеева. Я один из немногих, кто с ним выступал на ковре, с кем мы с ним тренировались, пролили не одну бочку пота, поэтому мне, конечно, о нем говорить всегда приятно, и в моем сердце он всегда остается звездой, самым сильным в вольной борьбе. В вольной борьбе много у нас здесь было сказано звезд, современных, будущих, но нужно понимать, что психологический барьер пробил Олег Алексеев. То есть на сегодня это не Россия, это много стран на сегодня присутствует. Вот в России это был Советский Союз. И впервые и Республика Бурятия в нем на сегодня не очень большая в России, но в Советском Союзе она была совсем маленькой. И, конечно, Олег Александрович Алексеев пробил, показал всем нам, будущим поколениям, что нужно идти вверх, можно добиваться самых высоких результатов, и это мы, конечно, все помним. Поэтому, уважаемые болельщики, участники соревнований, хочу пожелать вам здоровья, оптимизма в это непростое время, бодрости духа, а ребятам пусть победит сильнейший. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется Геннадию Алексеевичу Асадоеву. Добрый день, уважаемые спортсмены, уважаемые тренеры, уважаемые ветераны спорта, уважаемые любители спорта, уважаемая Софья Бальчиновна. Мы сегодня никак не могли не присутствовать. Мы сегодня приехали ночью, много коней поменяли для того, чтобы приветствовать вас всех здесь. Сегодня мы горды за нашего земляка, за того, кто был первым среди лучших. Когда говорят про Олега Александровича, у нас крылья поднимаются. И действительно тот человек, который дал дорогу высоким достижениям. Сегодня у нас в поселке Стердынский завершается крупнейшая стройка для всей Иркутской области. Это крупнейший дом спорта. На территории нашего поселка ежегодно, раз в 2 года, проводятся спортивные мероприятия, уже не 10 лет, посвященные нашему земляку. Сегодня мы говорим, что к сентябрю месяцу мы этот дом спорта достроим, и мы будем приветствовать всех любителей борьбы, тренеров, для того, чтобы проводить традиционный турнир также у нас в поселке Стердынск. Это будет настоящим спортивным зрелищем для всей Иркутской области. Мы вас всех, уважаемые спортсмены, приглашаем. По поручению президента Федерации спортивной борьбы Иркутской области Алдарова Кузьмы Романовича, вице-спикера Законодательного собрания Иркутской области,
Благодарность Софье Бальчиновой за большой личный вклад в развитие вольной борьбы и организацию турниров в памяти заслуженного мастера спорта Алексеева Олега Александровича. Благодарность Иркутской региональной федерации спортивной борьбы объявляется Хамажапову Жамсулу Жансановичу, вице-президенту Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия. Всегда за каждым большим делом стоят люди, которые это дело двигают, продвигают, болеют и тем самым других людей заражают. Благодарность письмо администрации муниципального образования Ехидно-Вологодского района является Мархаеву Вячеславу Михайловичу. Выражаем вам огромную благодарность за поддержку участия в проведении третьих всероссийских соревнований по вольной борьбе среди мужчин памяти чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России Олега Александровича Алексеева. Благодарность письмо, конечно, самому главному нашему человеку, нашей невесте, ехидской невесте, Софье Бальчиновой. Софья Бальчиновна. Благодарность письмо администрации муниципального образования Ехидно-Вологодский район выражается Бальжанимаеву Чемиту Валерьевичу, президенту Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия. Ну и у нас от администрации района отдельные спецпризы денежные на усмотрение оргкомитета соревнований. Софья Бальчиновна, вам. Всем спасибо. Слова для приветствия предоставляется. Я извиняюсь, со мной приехал, у нас есть своя федерация, у нас много мастеров спорта. Наш президент Федерации борьбы Ехидно-Вологодского района. Всем здравствуйте. От земляков, от Борцовского сообщества Ехидно-Вологодского района позвольте вручить подарок Софье Бальчиновой. Слово для приветствия предоставляется Чемиту Валерьевичу Бальжанимаеву. Уважаемые спортсмены, тренеры, болельщики, ветераны нашего спорта, гости и, конечно, дорогая наша Софья Бальчиновна, родные и близкие Олега Александровича. Для Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия этот турнир, эти соревнования очень значимые, потому что Олег Александрович Алексеев очень многое сделал для бурятской вольной борьбы. И сегодня очень многое сказано. И вот в видеофильм, который показывали, говорили, что он был самым первым среди лучших, первым во всем вот, он делал окно в Европу, прорубил, говорили. Это говорит о многом. Он на тренерском поприще очень многое сделал для того, чтобы в будущем наши спортсмены, вольники побеждали и становились чемпионами и призерами многих-многих турниров. И в сегодняшнем мероприятии участвуют наши молодые спортсмены, кандидаты в мастера спорта, которые, я думаю, что показывают все свое умение, мастерство. И думаю, что на этом ковре будут рождаться будущие чемпионы нашего турнира, станут чемпионами также Европы, мира, олимпийские чемпионы. Желаю, чтобы все у вас получилось. А данный турнир мы будем также продолжать все вместе. Спасибо.
Слово для приветствия предоставляется другу Олега Алексеевича Вячеславу Михайловичу Мархаеву. Добрый день. Уважаемые друзья, здесь много было сказано о нашем друге, о нашем товарище и выдающемся человеку современности, как спортсмену. Да, здесь меня представили группу. Здесь ползала, наверное, находятся те, которые в те 70-е годы были в той нашей золотой команде, которой удавалось выигрывать чемпионат в командном зачете России и становиться призером. Это была дружная, мощная, слаженная, профессиональная команда. Поэтому Олег Александрович, конечно же, был у нас лидером. И находясь на всех сборах, на всех наших выездах, мы видели, насколько его был безукоризненный авторитет, и все чемпионы мира, Олимпийские игры высматривали из нашей команды Олега Александровича Алексеева, потому что он глыба. И, конечно, сегодня особенный год, в марте месяце Олег Александровичу исполнилось 70 лет. Конечно, мы бы все сборная команда дружно могли бы встретить и вспоминать. Но и сегодня, наверное, и даже в этой ситуации мы вспоминаем, вот здесь наши жены, то есть золотой сборной находится. Мы вспоминаем, глядя на эти фотографии, вспоминаем нашу юность, молодость. Ну и благодарим Олега, который был в нашей судьбе, с которым нам по жизни повезло быть в одной команде. И Олег Александрович, как человек, был весельчак, балагур, человек, который зажигал во всех ситуациях. Вот человек такой мощи, глыба, как я уже сказал, он был настолько прост в общении. Но откуда все это? Поэтому мы, конечно, говорим, когда парень с Улуса достигает таких высоких результатов, конечно же, благодаря малой родине, благодаря тем святыням, благодаря именно родителям и наставникам. Первым наставником, вы знаете, были братья Баймевы. И в последующем мы занимались в маленькой спортивном зале, которое было 6 на 9 всего. И когда сегодня говорят о том, что нам нужны вот такие большие спортивные залы и многое другое, не все это определяет. Поэтому именно с той маленького актового зала, борцовского зала Бурятского государственного университета на Борцова 11 вышло столько мастеров спорта международного класса и мастеров спорта СССР и России. Поэтому среди нас стоит Валерий Николаевич Иванов. Валерий Николаевич, давайте мы поаплодируем человеку, который в строю находится до сих пор, потому что были потери. И Валерий Николаевич не может с этим смириться. Он знает потенциал наших борцов, потенциал нашей Родины. И мы призваны, должны дать более высокий результат. И Валерий Николаевич делает все возможное. Когда он нас тренировал, когда он учился в аспирантуре, приезжая сюда, в республику, после тех в Москве занятий, он не ехал домой. Приезжал с чемоданом в наш спортзал и продолжал тренировки. Валерий Николаевич, здоровья, благополучия. Я думаю, что Александр, находясь там, видит и слышит все это. Поэтому вам успехов, здоровья, благополучия. Ну и, конечно, тех спортивных высот, к которым стремится весь наш спортивный мир, вся Бурятия. Всего доброго. Позвольте определить золотую сборную. Суть Вальчина. Можно? Да.
Софья Валентиновна, я не перестаю говорить, мы помним эту звездную пару в институте. И, наверное, Софья Валентиновна, только Олег Исаакович мог овладеть вашим сердцем, да? Мы знаем, мы были свидетелями всех ваших отношений, начала, ну и мы очень рады, что вот продолжается. Всего вам доброго, терпения и, наверное, у Олега Исааковича, такого человека, как вот такая жена, как вы. Вам всего самого доброго. С праздником, всего самого доброго. Слово для приветствия предоставляется личному тренеру Олега Алексеева Валерию Николаевичу Иванову. Уважаемые земляки, сегодня тот день, когда мы все должны вспомнить такого великого человека, как Олег наш, вспомнить, как он вел себя, все наши секции, республиканские, сборной нашей золотой команде. Действительно, конечно, вот поступил он сперва в технологический институт в то время. Он пришел, говорит, я хочу перевестись на спортивный факультет, это 7 ноября. Поступил летом, 7 ноября пришел ко мне, говорит, вот я хочу, переведите меня на спортивный факультет. Ну, я тогда сказал ему, с сегодняшнего дня давай начинай тренироваться в нашей секции. И ну, осенью, когда будут набирать на спортивный факультет экзамены, я гарантирую поступление. Ну, потом в следующий год уже поступил в наш факультет. С тех пор вот находился, пока я не уехал учиться в аспирантуру в Москву. Это в 1977 году. Я очень рад, что первый чемпион вот этого маленького спортивного зала в общежитии в Советском. Это сейчас Ислам Михайлович сказал, 5 на 9 метров общежитие, там брали перегородки, вот оттуда вышли Олег Алексеев, вот это вся плеяда. Здесь находится также мой воспитанник Сергей Миронович Пашинский, вот они все оттуда вышли. Я думаю, что это независимо от того, что какой зал был, мы всегда работали. И очень, конечно, сложности, конечно, были. Были то, что мы далеко находились от борцовского центра нашей России. Но, тем не менее, вот с этого зала вышел Олег, сперва чемпионат России в 1976 году выиграл. Это в Орджоникидзе. В тот же год он выиграл Тбилисский турнир, завоевал путевку на чемпионат Европы. Ну, вот после этого, когда я уже ушел в 4 года, Олег пришел к Геннадию Владимировичу, моему другу, который мы вместе жили в общежитии. Я помните тот день, когда мы играли свадьбу в деревенском доме. С вами такая молоденькая такая была, знаете. Федор Николаевич был свидетелем этой свадьбы. И вот мы так провели его, с тех пор вот так, такая семья здесь, бурятская наша. Ну, что сказать сейчас нашим молодым? Помните, что такие были Олег Алексеев, Мархаев, там, Илья Гармаев, ну, все вот, золотая команда, здесь Гармажа Пазаринов сидит, седой весь, тоже. После чемпионата России 1977 года эта золотая команда создалась, которая, это протокол все полностью у меня есть, как мы выступали, как боролись, это 1977 год, город Улан-Удэ. Вот на этом месте был 3 ковра выстрелено на стадионе 25-летия. Там 2 чемпиона России, 5 серебряных медалей и 1 4-е место Володя Молданов. Мы команду тогда 2-е место заняли, Дагестан пропустили, потому что дагестанцы у себя в федеральном округе завоевали 10 путевок, а мы, Сибирь, Дальний Восток, завоевали всего 8 путевок. Мы проиграли им, дагестанцам, 6 очков. Это очень мизерно было это преимущество Дагестана. Вот оттуда пошла наша сборная, как золотая команда. Ну что, пожелаю вам, молодым нашим борцам, тренерам, работать, не покладая рук. Пока что мы не покорили олимпийское золото. У нас есть бронзовая медаль,
Базаргуруева. Но золото пока нет. Чемпионы мира есть, Европа есть. Осталось только золото Олимпиады. Спасибо вам всем болельщикам. Слово для приветствия предоставляется Владиславу Матвеевичу Бумбошкину. Уважаемые спортсмены, тренеры, дорогие наши гости, болельщики, уважаемые земляки. Я думаю, что сегодня у нас идет такой хороший урок патриотизма, хороший урок истории. Вот вы молодые борцы, которые сегодня стоите, я думаю, что каждый из вас мечтает стать чемпионом. И вот говоря сегодня об Олеге Алексеевиче, я думаю, что это самый такой достойный пример. Почему? Потому что, смотрите, в современной истории спорта Республики Бурятия Олег, начиная с 1952 года Олимпийские игры, Олег Алексеев является самым первым человеком, который стал таким большим, дал результат на международном уровне чемпиона Европы. Вот это, как он стал, вы должны, молодые люди, изучать его, изучать, как тренер работает. Вот смотрите, он лежал, спал, чтобы не терять время, тут же, не вставая, поворачивался и отжимался сразу с пола. Понимаете? Вот это люди, которые хотели достичь результата. Но я сегодня хотел бы, соединяясь с этим поздравлением, отметить тренеров. Еще раз тренеров. Почему? Потому что очень важна роль у тренера. Тренер в спорте является самым важным звеном, самым основным человеком. Вот первый тренер, уже с вами Михайлович говорил, Константин Батюрич Войней, деревню у Стерне, который, Олег Алексеев, вы знаете, что он был велосипедистом и хорошие результаты показывал. Вот тренер нашел ключи, чтобы сделать его борца. Геннадий Батюрич Войней, Валерий Николаевич Иванов. Валерий Николаевич, сейчас посмотрите, история бурятской борьбы. Понимаете? Вот, сейчас сам только рассказывал, вы должны эти уроки осваивать. И вот говоря о Константине Батюриче, я хочу сказать, вот Маргарита Январиевна Байнеева, здесь находится супруга Геннадия Батюрича Байнеева. Маргарита Январиевна, встаньте, пожалуйста. Приветствую. Сколько борщей, щей, пост сделали, чтобы Олег Алексеевич стал чемпионом. Поэтому я еще раз хочу сказать, молодые борцы, будьте достойны. Что такое слово достоинство? Вот я недавно одному из таких наших лидеров вольной борьбы говорил, ты должен себя вести прилично. Нельзя на ковре драться, нельзя на ковре проигрывая обижаться. Значит, еще слабо, тренируйся. Поэтому я хочу, чтобы вы, богатыри, поставляя свою деревню, свой род, вы должны себя вести достойно. Естественно, стать успешной жизни. Всех благодарю. Еще раз праздником всех вас. Будьте достойны. Слово для приветствия предоставляется супруге Олега Александровича Софье Вальчиновне Алексеевой. Всем добрый вечер. Разрешите мне, пожалуйста, от себя лично, от всей нашей семьи, от всех наших родственников, здесь сестра Олега Александровича, Августина Александровна, Маргарита Андреевна здесь, Оксана Анатольевна, поблагодарить всех организаторов этого турнира, поблагодарить прежде всего Министерство спорта Республики Бурятия, в свое время они поддержали и продолжают поддерживать развитие этого турнира. Хочется поблагодарить всех спонсоров. Но я думаю, вот борьба, спорт, она не может быть без зрителя, она не может быть без болельщиков. Низкий поклон всем, кто сегодня бросился свои дела, огородные, прочее, и сегодня пришел посмотреть на борьбу, и завтра посмотрит финал. Хочу пожелать вам, в ваших домах, тепла, уюта, добра. Пусть будет благополучие, и пусть будет мирное небо над головой. И присоединяясь ко всем тем пожеланиям, которые сегодня звучали, я хочу пожелать молодым ребятам успешного старта, взять больших высот. Хотелось бы объективного судейства. Надеюсь, что все это будет.
можно я с шпаргалочкой? В жизни по-разному можно жить. Можно в горести, можно в радости. Вовремя пить, вовремя есть, вовремя делать гадости. А можно и так, на рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженной солнце достать и подарить его людям. Олег Александрович жил такой. Он подарил нам чудо. Он одержал победы практически над всеми действующими чемпионами мира и призерами чемпионами Олимпийских игр. И это было чудо. Простой сельский мальчик из глубинки сибирской, когда завоевывал пьедесталы Европы, когда всех припечатывал к ковру чемпионов, и они до сих пор отправляют мне привет, семье привет отправляют, и все помнят и очень уважают Олега Александровича. Я бы хотела пожелать нашим мальчикам, чтобы они достигли таких же высот и при этом все-таки тоже дарили солнце и чудо всем своим болельщикам, всем своим тренерам. Может потому, что он очень много дарил нам солнца, он очень быстро нас любит. Всем спасибо, всем здоровья, успехов, удачи. Спасибо за внимание. Для вручения удостоверений и нагрудных знаков приглашается министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Козырев Иван Валерьевич. Удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России» по спортивной борьбе вручается Алексею Николаевичу Пентаеву. памяти заслуженного мастера спорта России, чемпиона Европы Олега Александровича Алексеева считать открытым. Внимание! Равнение на флаг. Звучит гимн Российской Федерации.
сегодня. Эфир не уже не голю, вы вообще-то. Только что двое не голю. Вроде вы уж. Вроде идет. За идет Максахонский сельский дом культуры. Стоит, да? Уважаемые зрители, участники, тренеры, мы продолжаем наши соревнования. К выходу на ковер А приготовятся борцам весовой категории до 74 килограммов. 1/4 финала. Дугаржапов Цирен, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Шатханов Андрей, Республика Бурятия.
А на ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов. 1/4 финала. Михеев Геннадий, Иркутская область, Ачиров Галсан, Республика Бурятия. А на ковер А приглашается повторно Амглан Сидеев, Республика Бурятия, Арслан Цирендажиев, борцы весовой категории до 74 килограммов. Приглашается Тугуржанов Цирен, Республика Бурятия, Забайкальский край, Андрей Шапханов, Бурятия. Камера садится. А на ковер Б повторно приглашается Геннадий Михеев, Иркутская область. На ковер Б повторно приглашается Геннадий Михеев. А на ковер Б повторно приглашается Геннадий Михеев, Иркутская область. Ввиду неявки Геннадия Михеева победа присуждается Галсану Ачирову, Бурятия. Приглашается Батон Аблаев, Жамсан Карпунов. На ковре А после этой встречи приготовиться борцам
весовой категории до 86 килограммов. К выходу на ковер приготовить борцам веса 92 килограмма. Дугарову Михайлову, Намдину Матмажакову. На ковре А в красном трико борется Цирен Дугаржапов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Цирен является кандидатом в мастера спорта. Его соперник Андрей Шатханов, представитель команды Республики Бурятия, имеет первый юношеский разряд. Чисто техническую победу одержал Цирен Дугаржапов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. На ковер А приглашаются Церемпилов РД, Республика Бурятия, Большимаев Арсалан, Республика Бурятия. Она есть? Нет, просто. Ну это же там же судишь, участвует. Да. А как они связаны? Захват. Я через карту захват одного захватил. Здесь. Через один. Видишь, а здесь нету. У меня еще одного этого не видишь. Короче, две карты. Остальных еще одного избили. Я не могу здесь. Хотя есть не могу сделать. Один раз, два раза сделал. Когда я сюда откнул один. Хак. USB. Второй делал. 4. Но там очень сложно. Короче, настраиваешь. Короче, тупо. Когда в один когда будет камера, камера, да, там только у тебя звук будет. Когда второй включаешь, второй камеру, она не будет. Когда надо будет Когда либо два выходит с камеры, или каждый колец, каждой камеры. Много, видишь, один поставил. Вот вверх стоит, вторая камера, видишь. В этом видно. Еще один спорт нужен, чтобы спокойно четвертый. Либо обе камеры с микрофоном.
Да, да. Чтобы, ну, хороший, чтобы звук. Хороший звук. Но здесь, в принципе, нормально. Если бы я один ковер взял, мог бы без звука. Если сейчас я вот это включу, здесь у меня звук не будет. Текст. К выходу на ковер А приготовиться Садашвилю Бадмадарши Елбаскину Артуру. Текст передаю. Сам табло. Главное, камера, а вот это тоже просто картинка, текст. Для нормального эфира мне нужно шаг. Вот это на телефоне я снимаю 90 смотри, поэтому Отпускай ногу! Отпускай, держи, 20 секунд! 20 секунд, держи! Время! Готов! не скажу, что телефон можно. На самом деле, на компьютере включишь, Подними! Держи! Подними! Вот, хорошо! Держи, 10! Держи, не лезь! Давай, держи! Стой! Стоять надо! 4! Стой! Стой! А на ковре бы победу держал Батон Амбаев в Бурятии. Приглашаются Дугар Михайлов, Дамдин Бадмажапов. Весовая категория 92 килограмма, третий круг. Дугар Михайлов, Дамдин Бадмажапов приглашается на ковер Б. это я когда запись нажимаю, начинаю тормозить. На ковер приглашается Руслан Юшин, Иркутская область. Кирилл Ильхитуев. На ковер Б приглашаются Руслан Юшин, Кирилл Ильхитуев. С камерой все равно плохо было. Повторно на ковер Б приглашаются Руслан Юшин, Иркутская область, Кирилл Ильхитуев, Бурятия. Второй день вообще экран, все, даже несколько этих. Он, видимо, не понимает, что это
кричит. Дорогие друзья, уважаемые участники, разрешите представить главную судейскую коллегию Всероссийского турнира. Главный судья соревнований Александр Гармаев, судья Всероссийской категории. Главный секретарь соревнований Марина Айдопова, судья Всероссийской категории. На ковре Б работает судейская бригада, руководитель ковра Ваир Ивакинов. Арбитр на ковре Алтар Бандуков. Боковой судья Ато Церендаши. На ковре А победу одержал Большимаев Арсалан, Республика Бурятия. Приглашаются Цедашиев Батмадаржи, Иркутская область, Елбаскин Артур, Республика Бурятия. К выходу на ковер вы приготовились борцам веса 125 килограммов. Второй круг. Шота Корди, Иркутская область, Эрдем Серенджабов, Бурятия. Чисто техническую победу на ковре А одержал Елбаскин Артур, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Бадаев Магомед, Иркутская область, Евдокимов Алексей, Иркутская область.
На ковре А после этой встречи приготовятся борцам весовой категории до 97 килограммов Галсанову Александру, Большимаеву Бадми. Техническую победу на ковре А одержал Евдокимов Алексей, Иркутская область. На ковер приглашаются Галсанов Александр, Республика Бурятия, Большимаев Бадма, Республика Бурятия. На ковре Б победу одержал Руслан Юршин, Иркутская область. Приглашаются Шоктар Гордиев, Иркутская область, Эрдем Серенжапов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Раз в 2 месяца. Вот слишком не набирается. Несколько раз успели же, да? Я как раз два раза спер, третий еле-еле там набрал. Вкус почувствовал и хватит. Тоже знал, просто ты мне подсказал, я знал. До этого я подумал, что это не интересовало. На ковре А к выходу на ковер приготовятся полуфиналистам весовой категории до 57 килограммов. К выходу на ковер приготовятся Айдару Санджиеву, Чингису Большимаеву.
это время чистую техническую победу по баллам одержал Шота Гордиев, Иркутская область. Приглашается Айдар Санджиев, Бурятия, Чингиз Бажимаев, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Красные пальцы. Красные пальцы. К выходу на ковер приготовлены. Республика Бурятия, Пучков Сергей, Республика Бурятия.
А на ковре Б победу одержал Айдар Санджиев. На ковер А приглашаются первая пара полуфиналистов весовой категории до 57 килограммов. Рабданов Эрдени, Республика Бурятия, Пучков Сергей, Республика Бурятия. На ковер приглашаются борцы веса 61 килограмм, полуфиналы. Константин Хангалов, Дамдин Церенджапов. А на ковер Б повторно приглашается Константин Хангалов, Иркутская область, Намдин Церенджапов, Республика Бурятия. Весовая категория до 61 килограммов, 1/2 финала.
На ковре Б победу держал Намгин Церенжапов. Республика Бурятия уходит в финал. Приглашаются Артем Баракшонов, Республика Бурятия. Параллельно Забайкальский край, Белекто Намжапов, Бурятия. Повторно на ковер приглашается Белекто Намжапов. А на ковре Б победу уже держал Артем Баракшонов. Приглашают спортсмены веса 70 кг, 1/2 финала. Батыр Цидинжапов, Бурятия. Баир Циденов, Республика Бурятия, параллельно состав Забайкальский край. На ковер Б повторно приглашается Батыр Цидинжапов.
А приготовиться борцам, полуфиналистам весовой категории до 65 килограммов. Если тяни. Если. Пойдет. Пойдет, мост делай. Мости, через мост. На ковре Б победу одержал Бадр Цидинджапов, Бурятия. Приглашается Тамир Еженеваев, Сергей Якимов, Иркутская область.
На ковре А победу одержал Шахдуров Баир и стал вторым финалистом весовой категории до 57 килограммов. На ковер приглашаются первая полуфинальная пара весовой категории до 65 килограммов. Венчинов Ренчин, Республика Бурятия, Федосеев Александр, Иркутская область. Кто там не сразу же открывается через время. Это тоже... Красный зон! Зон! Это Тибиловский. Набрал, он сразу появится. Нет, сразу можно. Не знаю, я просто читал правила, сразу. Одежда без стажа делают. Ой, в смысле, подпиши. Там, по-моему, от 100, что ли. На ковре Б победу одержал Тамир Ишкемаев, Республика Бурятия, Забайкальский край. И выходит в финал весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются борцы веса 79 килограммов, Жаргала Южанаев, Бурятия, Павел Шашлаков, Иркутская область. Ух ты, я. К выходу на ковер приготовятся борцам
Толстикову Руслану, Ренчинову Владимиру. Хашкуш. Хашкуш. На ковре А в упорном поединке победу одержал Федосеев Александр, Иркутская область, и стал первым финалистом весовой категории до 65 килограммов. На ковер приглашают
Руслан, Республика Бурятия, Линчинов Владимир, Республика Бурятия. Голову подними, Паша! Голову подними! Давай, 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 давай! К выходу на ПР приготовится Алсану Ачишеву, Бато Намбаеву. На ковре победу держал Павел Шестаков, Курская область. Приглашается Алсан Ачишев, Бато Намбаев. Что за решка? Vurun, sıyırdı. Ramını var içeri. Şöyle koy. К выходу на ковер А приготовятся полуфиналисты в весовой категории до 74 килограммов.
В столице города Бишкек на международном турнире наши девушки Жаргалмат Ремпилова и Ирина Алагонова завоевали медали. Жаргалмат Ремпилова завоевала серебряную награду в весовой категории до 59 килограммов. Ирина Алагонова, заслуженный мастер спорта, завоевала бронзовую награду в весовой категории до 55 килограммов. Поздравляем наших девушек с международным стартом. На ковре А определился первый финалист, второй финалист весовой категории до 65 килограммов, и им стал Толстиков Руслан, Республика Бурятия. А мы приглашаем полуфинальную пару весовой категории до 74 килограммов Оржак Оттук, Республика Тыва, Подкаменев Бабасан, Республика Бурятия. К выходу на ковер Б приготовить спортсмен веса 86 килограммов. А на ковре Б победу держал Бату Дамбаев, Бурятия, и выходит в финал весовой категории 79 килограммов. Приглашаются Арслан Баженимаев, Бурятия, Артур Елбаскин. 1/2 финала, весовая категория 86 килограммов. На ковре А в красном трико борется представитель команды Республики Тыва Оржак Оттук. Оржак Оттук является кандидатом в мастера спорта. Его соперник – спортсмен, представляющий команду Республики Бурятия Бабасан Подкаменев. Кандидат в мастера спорта. Оспаривают борьбу за выход в финал. На ковер Б повторно приглашаются Арслан Баженимаев, Артур Елбаскин.
ковер А приготовится второй паре полуфиналистов Сидееву Ангалану, Дугаршапову Цирену. Что снимать? Удобно с программой. Запись нажимаешь. Давай, даже На ковре А победу одержал Оржак Оттук, Республика Тыва, и вышел в финал весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Цидеев Ангалан, Республика Бурятия, Дугаржапов Цирен, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край.
А на ковре ему победу одержал Арсалан Вальжинимаев. Приглашаются Алексей Евдокимов, Борис Хабдагаев. 1-2 финала, весовая категория 86 килограммов. На ковре А в красном трико Амгалан Цидеев, представитель команды Республики Бурятия, кандидат в мастера спорта. Его соперник в синем трико Цирен Нугаржапов, Республика Бурятия, параллельный зачет, Забайкальский край, кандидат в мастера спорта.
Давай. Ага. Главное больше соревнований. Так. На ковре А победу одержал Цирен Дугаржапов и стал вторым финалистом весовой категории до 74 килограммов. А на ковре победу одержал Алексей Евдокимов, Иркутская область, и выходит в финал весовой категории до 86 килограммов. Захунды Харакшит. Мунадырымный эфир Дорова. Углодыр Арваныга. Российского турнира. Утешительный финала. 11:00. В 8:30 взвешивание участников